Привет, друзья! Сегодня приготовим ребрышки холодного копчения. Это получится отличный деликатес, который можно использовать как в гороховый суп, так и как отличную закуску к пенному. Первым делом мясо нужно протереть, обсушить, снять с него пленку, кожу, подготовить его для маринования. Обсушиваем мясо бумажным полотенцем. Поддеваем мембрану. В случае холодного копчения обязательно убираем эту мембрану, иначе она будет мешать проникновению соли внутрь мяса во время маринования и проникновению дыма во время копчения. И немного срежем шкуру. И теперь наша основная задача – это хорошо просолить ребра. Можно использовать и нитритную соль, но я сегодня работаю не по ГОСТовскому методу, а так, как мне нравится, поэтому просто плотно покрываю ее обычной солью. И обязательно с обратной стороны. Отлично. Теперь нам нужно завакуумировать наше мясо и оставить его промариноваться минимум на 4 часа, в идеале на 12. Запечатаем пакет с одной стороны и отправляем туда ребра. Выворачиваем пакет наизнанку, чтобы не запачкать края будущей спайки. Вот так. Вот такой вот шикарный кусочек завакуумированных ребрышек у нас получился. Оставляем их мариноваться и продолжим через несколько часов. Вот наши ребрышки, друзья. В общем, случилось так. Пошел дождь, плохая погода. На прошлых выходных не успел доснимать. Поэтому ребра у меня просаливались фактически 5 дней. Хуже им от этого не стало. Я думаю, они просолились намного глубже, лучше. Сейчас их нужно промыть, просушить и дать им немножко подвялиться перед копчением. Мясо розовое, свежее. Соль полностью растворилась. И хорошенько их сполоснуть. Несмотря на то, что мы их достаточно хорошо протерли тряпкой, поверхность все равно еще достаточно влажная. Для того, чтобы дым во время копчения лучше садился на продукт, проникал в него и не смывался и не капал вместе с каплями сока и воды, их нужно хорошенько подвялить. Ну как хорошенько? На час, на 2 оставляем их на свежем воздухе. Если у вас там много насекомых, можете завешать их марлей. Дадим им хорошенько просохнуть. Я для этого буду использовать свой же ящик для копчения, потому что он деревянный, дышит и хорошо проветривается. Сразу прикручу к нему дымогенератор, чтобы потом не заморачиваться. Про устройство своей коптилки расскажу немножко попозже, в момент, когда мы будем коптить. А сейчас пока подвешиваем мясо за крюки и оставляем проветриваться. Зацеплять, конечно, лучше за кость. Дверцу можно прикрыть, можно оставить открытой. У нас сейчас мух, комаров, ничего такого нет, поэтому я оставлю часа на 1,5 в открытом состоянии. А после вернемся и продолжим копчение. Ну что, друзья, наше мясо подсохло, посмотрите, как оно выглядит. Никакой влаги, мясо немножко подсобралось, даже немного липкое стало, я бы сказал. И теперь наша задача его хорошенько прокоптить. Для холодного копчения это 18-20 часов. Именно поэтому я обычно ставлю коптиться с вечера, чтобы пока мы спим, все коптится, все дымится, утром проснулись и можете продолжать работать. Давайте расскажу немножко про свою коптилку. Многие ее уже видели в прошлом году. Здесь у нас контейнер для щепы. Здесь происходит поджигание, и здесь конденсатор, который собирает на себя всякие вредные смолы, ну, большую их часть, и уже через трубку к нашему мясу подается охлажденный чистый дым. Для того, чтобы горение щепы продолжалось длительное время, используется компрессор, который через проводочек, через трубочку подключается к нашей коптилке, к нашему дымогенератору. И во включенном состоянии постоянно подает небольшой поток воздуха внутрь, тем самым поддерживая оптимальную температуру для горения щепы, для того, чтобы она отдавала дым. В сам бак емкость засыпается щепа. У меня бака хватает где-то часов на 8 горения. Соответственно, в перерыве через 8 часов мне нужно будет досыпать щепы и продолжить коптить. Щепа засыпается сухая. И закрываем крышечкой, чтобы ничего сверху не попадало. Включаем компрессор в сеть. Он у нас немного зашумел. Вы, наверное, слышите этот звук. Воздух пошел. Здесь есть регулятор. Сильнее и слабее. Пока ставим максимальный обдув, раздув, так сказать, чтобы щепка не затухала. И разжигаем ее.
Щепа разгорелась, дым пошел в камеру, и минут 10-15 нагоняем дым туда. После этого можно будет убавить мощность на поменьше и оставляем коптиться наши ребра до следующего дня. Если мы откроем дверцу, то мы увидим, как активно подается дым из трубы. Но нам остается только ждать до завтрашнего утра. Ну что, друзья, новый день, ребрышки прокоптились и отвиселись у меня примерно 4 часа. После того, как они отвиселись, интенсивность цвета стала еще более яркой, они стали более коричневыми, но тем не менее наш продукт сырой. Посмотрите на него. После длительного копчения, коптилось, как я и говорил, практически 18 часов, мясо стало более плотным, подтянутым, с желтоватыми оттенками здесь и с обратной стороны соответственно. И несмотря на то, что мясо достаточно хорошо просолилось, прокоптилось, оно все-таки все еще сырое. Это холодное копчение, значит мясо нам нужно довести до готовности. Полная температура готовности свинины – это 71 градус. При этой температуре уже не остается никаких микроорганизмов и вредных веществ. Поэтому, соответственно, нам нужно довести наши ребрышки до этой температуры. Делать это я буду сегодня в сувиде. При помощи температуры воды буду поднимать температуру мяса до нужной нам. Если у вас такого аппарата нет, потому что не у каждого он есть, то такую процедуру можно проделать и в обычной домашней духовке. Вначале пару часов выдерживаете ваши ребрышки при температуре 50 градусов, потом повышаете примерно до 75 градусов и доводите уже, соответственно, до температуры 71 градус внутри вашего куска мяса. Для того, чтобы мясо во время запекания в духовке даже при такой низкой температуре не пересыхало, вниз можно поставить посуду с горячей водой. Ну а я завакуумирую ребрышки и отправлю их вариться в сувид. Крюки справились со своей задачей и больше нам не нужны. Вот такой вот отлично завакуумированный кусок мяса. Для всех, кто планирует готовить ребрышки в сувиде, неважно, есть у вас вакууматор или нет, самая основная задача сейчас, чтобы между воздухом и пленкой, которая будет защищать его от воды, чтобы он не варилась, а прогревалась, очень важно убрать максимально воздух, потому что он будет выступать некой такой воздушной подушкой, которая будет препятствовать прохождению температуры к вашему куску мяса. Соответственно, чем меньше воздуха между пленкой и мясом, тем лучше и равномернее будут прогреваться ребрышки и, соответственно, готовиться. Отправляем их в воду, сувид у меня уже нагревается, и оставим вариться их на 4 часа. Лучший подарок от жены на Новый год. И закладываю туда ребрышки. Как только температура воды заданная дойдет до нужной температуры, включится обратный отсчет и пойдет именно время приготовления наших ребрышек. Но мне остается только ждать, готовить пиво и пробовать ребрышки. Ну что, друзья, наши ребрышки прогрелись, дошли до нужной температуры и потомились при ней. Посмотрите, за время приготовления даже цвет ребра изменили от температуры, дым, который был внутри, и как натуральный краситель окрасил наше мясо. Сувид можно выключить. Смотрите, какая красота. Теперь его нужно охладить, желательно сделать это быстро, до комнатной температуры, и в принципе уже можно подавать к столу. Что я и сделаю. Охлаждать буду проточной водой, поставлю прямо в раковину, и минут через 15, когда оно остынет, распакуем и попробуем. Устроим ему холодный душ. Ну что, друзья, ребрышки остыли, посмотрите, какие они великолепные. Просто потрясающий натуральный цвет, без едкого коричневого цвета. В холодном копчении не стоит гнаться за слишком сильным коричневым оттенком. Это удел горячего копчения. Здесь же у нас легкое присутствие коричневого цвета, но зато насыщенный, яркий аромат и намного более полезный, даже комары хотят, продукт. Давайте разрежем, посмотрим, что же у нас получилось. Настоящий, натуральный домашний деликатес. Такие ребрышки можно есть как в чистом виде, так и подавать их с какими-нибудь соусами. Мне нравится сочетание соуса blue cheese на сметане. Давайте попробуем. Смотрите, какое сочное мясо. Просто. Потрясающий тонкий аромат. Идеально просоленные, вкусные, с легким ароматом копчения. Давайте теперь попробуем соус.
Так еще вкуснее.